Ранним утром водитель городского автобуса заметил на ступеньках маленького щенка. Он сидел, прижавшись к холодной стенке, и почти не двигался. Автобус только собирались выпускать на маршрут, поэтому водитель сначала подумал, что животное случайно забежало внутрь. Но, присмотревшись, он понял, щенок явно ждал кого-то и боялся выйти. Накануне вечером автобус стоял на конечной остановке. Водитель позже рассказывал, что перед самым отправлением возле двери заметил человека с небольшой коробкой. Тот быстро поставил ее на ступеньки, развернулся и ушел. Тогда водитель решил, что человек просто забыл вещь, но когда открыл дверь утром, внутри оказался маленький щенок. Скорее всего, его оставили специально. Щенок был худым, грязным и очень уставшим. На шее не было ошейника, а рядом не оказалось ни еды, ни воды. Судя по всему, человек, который принес его, просто хотел избавиться от необходимости заботиться о животном. Водитель осторожно присел рядом и протянул руку. Щенок сначала отодвинулся и прижался к ступеньке, но через несколько секунд все-таки позволил себя погладить. Он дрожал от холода и смотрел на мужчину так, будто пытался понять, можно ли ему, наконец, доверять. Водитель принес воду и немного еды. Щенок набросился на миску, но вскоре остановился, словно боялся, что еду снова заберут. После этого мужчина позвонил волонтерам и попросил помочь животному. Через некоторое время приехала девушка по имени Вера. Она завернула щенка в теплое одеяло и осторожно забрала его с собой. В ветеринарной клинике выяснилось, что серьезных травм нет, однако животное сильно ослабло и нуждалось в хорошем питании и спокойствии. Первые дни щенок почти все время спал. Он вздрагивал от громких звуков и каждый раз поднимал голову, когда кто-нибудь подходил к двери. Но постепенно страх начал уходить. Он понял, что теперь еда появляется каждый день, рядом всегда есть вода, а люди не собираются его бросать. Через несколько недель щенок заметно изменился. Он стал веселее, научился играть с игрушками и впервые начал радостно встречать Веру. Самым удивительным было то, что он больше не боялся автобусов. Однажды девушка проезжала мимо остановки вместе с ним, и щенок спокойно смотрел в окно. Теперь у него был настоящий дом, мягкая лежанка и человек, который никогда не оставит его одного. А та холодная ступенька автобуса осталась в прошлом. Щенок получил то, чего ему так не хватало с самого начала: заботу, безопасность и возможность просто быть счастливым.